Всем привет! Привезли мотор Tohatsu 50. Мотор долгое время работал на казанке. Потом, по словам владельца, его отдали каким-то людям, а вернули уже вот в таком виде. Редуктор разобран, валы ржавые. Редуктор полностью разобрали, но дали прокладки, сальники и вот еще остальные запчасти. В таком виде его отдали. И в таком же виде его привезли к нам. Просьба собрать мотор, восстановить, сделать, чтобы работал очень хорошо. Но помимо этого мы увидели, что разбиты втулки на подвеске. Сейчас надо пошевелить. Даже так видно, вон. Втулки разбиты очень сильно. По-моему, даже не только втулки, но и подушки. Ну, начнем с проверки мотора. Запустили мотор без редуктора, чтобы хотя бы примерно понимать, как он работает. Карбюраторы нужно чистить, и шумят подшипники коленвала. Поэтому было принято решение разобрать мотор и посчитать стоимость ремонта. На всех цилиндрах хорошая компрессия под 9 кг. Когда мы разобрали мотор, увидели грязь, песок и ржавчину с внутренней стороны на стенках картера, на клапанах и ржавчина на щеках коленвала. Причем только на втором и третьем цилиндре, как будто мотор притопили. Но до верхнего цилиндра вода не попала. Подшипники под замену. Но больше всех шумит шариковый, и шатунные тоже под замену. Коррозия в верхней головке шатуна, на поршневом пальце и подшипнике. Подушку жал. Разбираем подвеску для замены втулок. Болты закисли и без нагрева разобрать невозможно. Никакие средства для отмачивания в нашем случае не спасут, только нагрев, расширение металла и грубая, но разумная физическая сила. При нагреве плавятся втулки, но мы их все равно меняем. Нижние подушки тоже нужно менять. Когда мотор к нам поступил, они уже были порваны. Всегда очень хорошо закисает нижний кронштейн поворотного механизма. Он сидит на шлицах. Греем двумя горелками и выбиваем его вместе с ногой. Разбираем подъемный механизм, втулки на нем закисли, и мотор поднимался с большим трудом. Гидроподъема нет. Пока не будет разобран коленвал, невозможно увидеть состояние нижней головки шатуна, состояние пальца и подшипника. Тут такие же раковины, как на верхнем подшипнике. В таких случаях нужно еще до разборки остальных шатунов принимать решение о замене всех шатунных комплектов. Почистили посадочную часть втулки от коррозии, смазываем и ставим новые втулки вместе с новой трубой. Старая труба от коррозии начала разрушаться. Сделали фиксатор поднятия мотора, он здесь тоже не работал.
ставим новые втулки на вертикальную трубу. Сама труба еще в хорошем состоянии, поэтому мы ее менять не стали. Для сборки редуктора были приобретены все необходимые запчасти, все сальники и уплотнения, ремкомплект водяной помпы, все подшипники и новый грибной вал. В редукторе была вода, заржавели подшипники и даже грибной вал. Вертикальный вал тоже ржавый, но на месте работы подшипника не пострадал. Почистим, но менять не будем. От коррозии пострадала и прогорела стенка между выхлопом и рубашкой охлаждения. Мы будем подваривать эти места, чтобы не попадала вода в нижний цилиндр, а также чтобы выхлопные газы не попадали в рубашку охлаждения. Сняли крышки выхлопа, наломали много болтов, но не зря. Здесь тоже между выхлопом и водой через разрушенную коррозией стенку могла поступать вода в цилиндры. Возможно, мотор не топили, а вода попадала из системы охлаждения. Тоже будем все подваривать и восстанавливать. Отпескоструили всю коррозию с внутренней стороны картера. Заварили стенки выхлопа, обрабатываем. Разбираем и чистим карбюраторы. Владелец попросил установить машинку дистанционного управления от Yamaha. Для этого мы переделали фишку из тахатсовской в ямаховскую, а также установили соленоид от Yamaha для закрытия воздушных заслонок от ключа на машинке. Мотор готов, итоговая стоимость капитального ремонта в общей сумме 115 тысяч рублей.